Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за ваше время, за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Обет молчания. Кто запер свои чувства к тебе на замок, но уже на грани срыва. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. И в конце видео в качестве бонуса будет совет профессионального психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также, если вам это нужно, присылайте, пожалуйста, вопросы, на которые хотели бы услышать ответы психолога. Обязательно отвечу в своих видео. Есть чувства, которые не исчезают. Они просто перестают озвучиваться. Иногда человек не уходит, он замолкает. И совершенно не потому, что ему нечего сказать, а потому что слишком многое внутри стало небезопасно выражать. И тогда включается внутренний обет молчания. Этот человек может продолжать общаться, быть рядом, даже как-то проявляться на поверхностном уровне. Но самое главное остается внутри закрытым. Почему? Может, потому что он однажды уже подошел слишком близко к уязвимости и не выдержал. Или не получил ответа, на который рассчитывал. И тогда психика делает выбор. Лучше сохранить контроль, чем снова столкнуться с отказом, неопределенностью или потерей. Но эти подавленные чувства, они не исчезают, они накапливаются. Как правило, они проявляются в мелочах, во взгляде, в паузах, в странной какой-то реакции, несоизмерной ситуации. И чем дольше человек молчит, тем сильнее внутреннее напряжение. Потому что внутри уже есть это движение, но снаружи запрет. И в какой-то момент система перестает это все удерживать. Вопрос только в том, ты имеешь дело с глубиной, которая готова проявиться, или с человеком, который так и выберет остаться в своем молчании. Так, ваша сигнификация, девочки. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, о чем это? Что у нас тут ярость какая-то? Ага. Да что же это такое? Девочки, ну что мне показывают, то я и озвучиваю. Я с удовольствием бы не озвучивала вот то, что я сейчас вижу. Мне показали какое-то сообщество, очень похоже на какой-то женский коллектив. Может быть, группа лиц женского пола, да, из той серии выражения. Против кого мы сегодня дружим, девочки, да, вот тут. Тут какая-то агрессия, тут какие-то вот, вполне возможно, показано за вашей спиной по черной кошечке, какие-то, знаете, многоходовочки, как утаивание чего-либо. При этом я не удивлюсь, если эти женщины и вас даже подозревают в чем? В том, что вы как будто бы ведете двойную какую-то игру. Ну, тут как будто бы вы тут что-то тут свои какие-то цели преследуете, а их то ли не уведомили, то ли вот тут какое-то такое, знаете, внутреннее противостояние, оно не в открытую ведется. Оно как будто бы вот за спиной за вашей ведется. И вы, скорее всего, об этом догадываетесь. И это уже длительное время такое происходит. Тут кто-то уже, знаете, даже не то чтобы смирился с этим, тут токсичненькое окружение, женское токсичное окружение вокруг вас. Скорее всего, вы, знаете, как вот выражение, если ты не можешь изменить ситуацию, научись по-другому к ней относиться, да? То есть и тут карта гармония, и рядышком карта человека, который за спиной держит, тут мужская фигура, ну тут в принципе, да, олицетворяет как будто бы, может, какие-то взаимоотношения вокруг вас. Человек, который за спиной держит кинжал, но при этом показано, что вы научились как-то к этому, может, с философским каким-то спокойствием относиться.
Может, принимаете пока правила игры. Может быть, у вас тут какая-то, не знаю, там, выгода есть от нахождения в этом социуме, или пока выбора другого нет, вы не видите выхода из этой ситуации. У каждого свое. Но вот в моменте мне такое подсветили. Так, ярость о чем это? Ну, тут у кого-то прям конкретно рабочие взаимоотношения. Почему-то тут это ярость этих женщин. Вот тут эта ярость, эта злость вполне возможно в сторону вас, вот каких-то женщин. Карта урожая в полной мере, работа. По поводу чего? Финансы, темница. Ой, ну да. Давайте так, у кого-то уж не знаю, почему тут камень преткновения финансы. Не знаю, финансы, расходы какие-то. Так, состояние, темница. Может быть, ваше желание, опять-таки, если тут какие-то есть какие-то правила, нормы, да, сосуществования установленные, а вы могли пойти против этих правил или как-то попытались, знаете, как-то так гибко обойти эти правила. Или же эти вот женщины, они до конца могут быть не уверены в том, разделяете ли вы их точку зрения на какую-то там проблему, на их ли вы стороне. Опять-таки, тут у кого-то даже так может быть. Тут такое ощущение, как будто бы они подозревают вас в каких-то, знаете, тут даже не то, что там многоходовочках за их спиной, тем самым они тут такое творят. А тут они вас до конца не могут считать, они не понимают, к чему вы идете. Они понимают, что вы 100% как-то не согласны по их правилам, вот как-то так вот жить. Вот Луна, карта смерть мне говорит об этом. Я не хочу, вот вы говорите, я не хочу так, как они. Не хочу я в таких тоже отношениях каких-то пребывать. Я хочу для себя чего-то лучшего. Но и вы имеете право на это. При этом у кого-то тут карта дерева, карта букет. Может ярость раздражать ваше... Если вы тут выбираете, может быть, общественные какие-то, знаете, есть тут... Как вам сказать? Приоритеты, да? Ну, очень часто так прикрываются эти так называемыми общественными приоритетами, там общее какое-то дело, общая цель, идея, тут рабочие, если я имею в виду взаимоотношения, да, какие-то лозунги, то вы вполне возможно видите все это насквозь и говорите, да нахрен надо мне, я выбираю семью, я выбираю свое здоровье, тут карта дерева, это так и читается, семья, здоровье. У кого-то может раздражать ваша карта букет, ваша внешность, ваше желание уделять в себе внимание и возможности тут цвести и пахнуть. Вот тут у кого-то даже женская какая-то такая зависть, знаете. У кого-то зависть, если у вас, ну, там есть мужчина, который там уделяет вам внимание, плюс заботиться о вас тоже, если у женщины какой-то нет этого, это тоже может как зависть, такая ярость, вот тут что-то вот такое какое-то, оно скрытое по черной кошечке, но это есть. Ну, вот такое мне показали. Я с удовольствием, повторюсь, другие бы карты читала, но мне оно так, все показано. Но меня радует то, что вы относитесь к этому очень спокойно, осознанно. Тут, скорее всего, уже и никакие провокации не ведетесь. Такая в гармонии, в дзене. И говорите, пусть весь мир подождет, да. У меня хорошее настроение. И никому я не дам его испортить. Тут что-то такое. Такая сигнификация у меня ваша вышла. Подпишись на канал
и поставь лайк. Итак, обет молчания. Кто запер свои чувства к тебе на замок, но уже на грани срыва. Итак, кто сдерживает чувства к тебе? Тип человека. В принципе, какой он там? Закрытый, контролирующий, осторожный, эмоционально травмированный. Мы все уже тут эмоционально травмированные. Ну, давайте посмотрим. Почему этот человек выбрал молчание? Может, опыт или страх его какой-то остановил, отказ, уязвимость, потеря контроля, неуверенность в ответе. Давайте посмотрим, что это тут. Почему он выбрал это молчание. Следующее. Как это проявляется сейчас? В чем ты это видишь? Неоднозначные какие-то сигналы, паузы, дистанция при наличии интереса, да, ну вы смотрите, ну точно вы понимаете, вот вы ему интересны, но при этом дистанцию держит, может 3 шага вперед, 5 шагов назад, да. Что происходит внутри него? Какие-то накопленные эмоции, напряжение, может привязанность к вам растет, внутренний конфликт между сказать или остановить себя. Давайте посмотрим, как покажет нам. Ой, что-то мне тут... Ну ладно. Мне захотелось эротических добавить. Захотелось эротики принести в вашу жизнь. Ой, вы говорите спасибо, Ира. Просто спасибо, да? Так, что происходит внутри него? И 3-ю еще положу на всякий случай. Не говорили, что мало. Так. И, собственно, как вам быть с этим всем? Что там? Ну, не вытягивать жизневую вам признание, да? Что там? Опираться вам на факты, сохранять границы, наблюдать за действиями. Что вам вообще с этим всем делать? Начинаем. Первое у нас, кто же, собственно, этот человек, тип человека, кто сдерживает эти чувства к тебе? Покажите. Ой, моя ж ты, заюшка, ребенка обидели, ребенок плачет, за вами подглядывает, запутался в паутине в какой-то, ждет изменений в лучшую сторону, вот-вот. О чем это? А это вас, кстати, может... Нифига себе. Кстати, вас может видеть, с одной стороны, очень мудрая хранительница. Тут прям восторг от вас, восхищение, но при этом эгоистичной. Мне прям хочется считать, этот человек видит это как будто бы, может быть, эгоистичной в чем? Может быть, он видит вас, путает вашу самодостаточность и то, что вы не обращаете на него внимания. И, может быть, знаете, как ваше отстранение и ваше желание держать вот там что-то под контролем, может, взаимоотношения, или на вытянутую ручку, может считывать как холодность, надменность, как ваш эгоизм. Вот тут такое. Но при этом мне такое вот складывается, что если ближе с вами как-то вот общается, вот какие-то моменты бывают, где ближе он общается, он понимает, насколько вы классная, правда, по этой карте хранительница. Тут и мудрость ваша, и женская какая-то привлекательность, харизма, мягкость даже. Ну а потом как будто бы вы даете ему такую какую-то реакцию, так, ну, слишком не надо приближаться. Вот его это задевает, этого человека. Он себя чувствует, знаете, как не то, что там обманутым, но тут как ребенок. Ребенок что-то плачет, слезки. О чем это? Вообще не могу понять. Вряд ли вы тут осознанно его в такое состояние ввели, этого человека. Ну, мужчина это. Почему? Тут как будто за вами приглядывает, подглядывает. У него ощущение, что он запутался в этих каких-то сети. Может даже вас считать своего рода, знаете, как профессионал-манипулятор. Тут как пикаперша какая-то. Но потом пообщается в моменте. Ты нет, на вроде не такая.
А вы говорите, конечно, я не такая. Так, ладно. Ты в чем это вообще? Не могу понять. Этот человек, мужчина, почему тут он как ребенок? Но он чувствует себя униженным. Почему? Тут слезы, тут как-то опять как слезы унижены. Почему ты чувствуешь? Из-за вас. Ну, почему? Потому что вы не даете какого-то отклика, да? Ну вы можете быть замужем, кстати, у кого-то. У кого-то, если он не свободен, то вы тоже так, да нет, спасибо, не надо, и не приближайте к себе. Покажите. Тут женщина, которая уже прошла какие-то тут моменты своей жизни, карта очищения. Были у нее моменты, где там не обязательно там вы были любовницей или у вас был любовник. Нет, тут какие-то были нюансы с женатиками. Или вы для себя сделали выбор, вы говорите очищение. Больше я таких историй в свою жизнь не хочу, упаси Господи. Надо держаться подальше от этого всего. А человек это воспринимает, как будто, ну, знаете как, мне такое, тут, наверное, женат все-таки мужчина. И он это воспринимает, как будто бы он вам не интересен не потому, что он не свободен, а потому что, в принципе, да, может, как он считает, она как играется со мной. Вроде как вижу, что он может общаться, но тут же она как закрывается. Тут что-то... Может, у вас разный взгляд на, знаете, на институт брака, союз. Может, у него там в его браке, союзе, как это, открытые эти отношения, где они всем делятся друг с супругой, да, и позволяют на стороне себе разные вольности, да, у вас совсем другой взгляд на это все. Но это такая шутка, конечно, у меня неудачная, но не могу понять, почему, собственно. Ну, вот он показывает, что да, кольцо из-за вас. Ты расстраиваешься, подглядываешь в сетях. Тут основное, знаете, это как будто не может вас выкинуть из головы. Карта подчинения, вокруг цепи вокруг шеи эти цепи, но это он не свободен. Ну тут смотрите, он еще что расстраивается, он не свободен, и тут 100% не свободен, еще есть кто-то, у него выбор. И может быть у вас еще тоже есть выбор. Тут такое какое-то, вот, не расстраивается, ну что расстраиваться, сделай ты выбор. Ну ладно, потом посмотрим дальше. Такое, как будто бы он считает, что вы его как обидели чем-то. Он считает вас женщиной, которая носит маску, которая не совсем искренна с ним. Но я не удивлюсь, девочки, если тут он не свободен, то понятно, вы говорите, не, спасибо, вообще мне эти игры, я не хочу даже начинать это все. Можете быть довольно-таки радушной, да, все нормально у вас с коммуникациями, но при этом вы понимаете, вы прекрасно считаете, что он в вас заинтересован, он видит в вас женщину, и вы говорите, не хочу, а он вот эти вот какие-то вот эти вот моменты, он это тоже считывает, он понимает, что, может быть, он вам интересен, но при этом он считает, что тут какие-то интриги, вот сети какие-то плетете. И он считывает, что вы не очень искренне. Ой, давайте прямо спрошу. Он считает какой-то манипуляторшей. Ну, девочки, он считает вас женщиной, которая, да, не очень искренняя. И тут карта зелье. Зелье – это карта, говорящая о том, что в кубке не настоящее вино любви, а суррогат, подделка. Отрава. Вплоть до того, что это женщина, которая, знаете, может быть, привлекла меня, а сейчас она как ядовитая. Вот я влюбился, и вот она сейчас для меня ядовита. Вот такое что-то. При этом я не удивлюсь, вы действительно его на расстоянии держите. А он может считать, что это какая-то манипуляция очередная. Да, тут очень похожая ситуация. Вы могли там с кем-то общаться так, а потом в моменте, хоп, до вас дошло в один момент, да, инсайт. Ох, нифига себе, а он на меня смотрит как на женщину, и тут что-то еще чуть-чуть, и все, и дальше выйдет все из-под контроля. И вот так хоп-хоп-хоп назад.
назад, и все, и сейчас. А он считывает это как, ну, обиду какую-то даже. Вот тут мне такое, так мне показали. Почему он выбрал молчание? Так, опыт, страх его остановил. Отказ, уязвимость, потеря контроля, неуверенность в ответе. Ух ты! Вот смотрите, тут у кого-то картина маслом. Вот друзья, карта лиса. Он вас считает, ну, не очень искренней. Он считает вас хитрой лисичкой. Вот смотрите, тут опять, ну, вот луна, вот почему, и печаль, и стратегия. Он выбрал молчание сейчас, потому что он в замешательстве. И он, скорее всего, подозревает вас в том, что вы тут, ну, повторюсь еще, свои какие-то, может быть, тут плетете сети, у вас тут свои какие-то вот эти вот тут планы по поводу, в принципе, и него, и как вести себя, знаете. Раньше вот он мог воспринимать, вот правда, друзья, вот искренне, дети смеются, вам было так классно, вот вы общались вот так вот как-то. И он ждал этих встреч. А сейчас, вот почему он выбрал молчание, сейчас для него очень много непонятно по Луне, туман, неопределенность. И ему плохо, печаль какая-то. Он рассчитывал жить дальше, вот эти какие-то эмоции получать. Может, даже и больше что-то. Но он больше что-то тут рассчитывал. А по факту он сейчас даже не то, что тут мороженка какое-то он тут хотел съесть. А сейчас вот самое вкусное, это мороженка растеклось. Он остался с этим вафельным стаканчиком. То есть я не удивлюсь, если между вами какое-то, ну, там, у кого-то рабочие взаимоотношения, какое-то сухое общение, у кого-то вообще вы можете дистанцироваться, там, дверь закрыть, там, да, лишний раз не встречаться, не пересекаться, лишний раз там и не инициировать эти встречи, да, и по-другому на него смотреть даже. Вот тут как-то так. Он выбирает молчание, потому что сейчас он может выбирать даже стратегию, как дальше с вами вообще коммуницировать, как подходить к вам. И вообще, что дальше вообще с этим всем делать? Вот тут так. Ну, давайте я уточню все-таки. Это вас он считает этой хитрой лисичкой. Да, причем он по-другому о вас сразу думал. Вот я же повторюсь, у вас тут было какое-то такое общение, весело как-то так, ну, да, как-то на одной волне. Тут вообще, может быть, вы даже и не видели в нем мужчину. Ну, не знаю, тут у каждого своя ситуация. Тут как будто бы подарочек вот такой вот. Он не ожидал, он одно ожидал, а из этого подарочка выскакивает такой клоун злобный. И он говорит, я боюсь, что она тут, ну, вообще не та, за кого себя то ли выдавала, то ли, ну, как будто бы я ошибся. Ну, так странно мне. Тут, по идее, то ли на чистоту поговорить, да, ну, вряд ли он тут будет разговаривать. То ли он как-то в замешательстве, вот, почему вы тут были открыты для каких-то, для общения, в принципе, да, все классно, вроде бы ничего не предвещало, а сейчас такая муть, непонятки. Как будто поменялись вы. Как схлопнулись, вы как закрылись. Давайте дальше. Как это проявляется сейчас? В чем это ты видишь? Неоднозначные сигналы, паузы, дистанция при наличии интереса. Тут скорее он озадаченный, он вас может в чем-то таком подозревать, что это вы тут, знаете, что-то мутите. Так. Так, в чем проявляется? Сигналы, паузы, дистанция. Дистанция 100%. При этом, кстати, и он может... Кстати, и он может вот тоже понимать, что, знаете, с одной стороны, ваше так называемое общение, оно как на волоске, да, вот висит. В любой момент может разорваться этот волосок, и общения как такового не будет, в принципе. У него моменты то ли продолжать это общение, то ли сбежать,
Почему сбежать? Потому что если дальше будешь продолжать это общение, ему кажется, будет наказание. Наказание это с небес какое-то тут сойдет, да? Вот тут у кого-то прям так может проиграться. И тут дистанция. Тут и вы можете эту дистанцию держать, и он тоже также может. При этом он вам сразу, как носит тоже он маску, он одевает эту маску гармонии. У меня все хорошо, у меня под контролем, у меня свои тут какие-то планы, у меня все идет по плану. Будто бы, знаете, не то, что вас и не было в его жизни, ну, как будто бы у него тут своя жизнь, свои планы, и все. Вот так вот даже. То при этом вот эта карта, как свинью подложили. А знаете, оно может все равно в чем-то как-то иногда вот проявляться. Вот тут планы, то планы, а потом даже о чем это? Ой, тут у кого-то даже может быть, знаете, такие вот эти вот риторические вопросы в никуда. Почему женщины такие? Почему так вот происходит? Это даже может, ну, и как будто бы вы понимаете, это может адресовано вам быть, но это может все обсуждаться или как-то озвучиваться вот как-то в компании. Это может быть, ну, повторюсь, какой-то вопрос такой, на который никто не ждет ответа, как бы. Но вы понимаете, нафига ты это спрашиваешь? Или, в принципе, что-то тут как будто бы человек вот... Тут как будто бы, да, создается иллюзия. Все хорошо, я тут живу, работаю, там, планы у меня тут свои. При этом показывает тут по карте радуга все под контролем, все. Но в тот же момент может как-то прорываться тут карта трудности и претензии вообще к женскому роду. Вот тут вот такое, даже могут как претензии какие-то. Почему вот так женщины себя ведут? Вот почему так вот? Вот зачем так? Вот тут что-то такое вот даже, может быть, ну, не знаю, мне так идет. Как будто тут как-то смесь и претензии, и интерес к вам. И до конца не готов человек вас отпустить, при этом его задевает то, что вы особо за него не держитесь, особо не проявляете инициативу. Ну, вот тут что-то такое вот. Тут хорошо скрываемый интерес в вашу сторону, к вам. При этом он понимает, что если дальше сближаться будете, то это может быть наказание и для вас, и для него. Вот, что-то такое. Это из той серии: один день может с вами здороваться, улыбаться, на следующий день проходить мимо, даже делать видео, он вас не то что не знает, ну типа он вас не заметил, да, вот такая незаметная маленькая дюймовочка. Ладно. Ну, я утрирую, но вы поняли, да? Угу. Я такой занятой вообще. Офигеть как. Так, что происходит внутри него? Какие-то накопленные эмоции, напряжение, привязанность, внутренний конфликт между сказать или сдержать. Ну что происходит? У него, в принципе, внутри него неустойчивое положение. Видите, в любой момент он, как вот тут барышня сидит на этой жердочке, и в любой момент она может шандарахнуться вниз. Это у него такое состояние. Он говорит, мне очень некомфортно в этом состоянии. С одной стороны еще... О чем эта карта? В прошлое, тут родовое дерево. Кстати, ему в семье может быть некомфортно. Да, если он не свободен, ему может быть очень некомфортно в семье. И, кстати, подозрение и род, семья, вот тут дерево. Кстати, близкие могут подозревать, что с ним что-то не то творится. Кстати, может даже там, если он не свободен, супруга подозревает, что... Извините. А мой Иннокентий подвлюбился тут. И, кстати, контроль. Она может там, супруга, контролировать, там его пытаться. Какие-то
Тут звонки, переписку, возвращение с работы, вот это вот все сюда. При этом контролировать, пытаться, сколько там он тратит денег. Тут прям так. Итак, я уже озвучила тут со стороны его, ну, каких-то родных, близких, может быть, если женат, не свободен, то четко идет подозрение повтора какой-то ситуации из прошлого. То есть в прошлом уже были какие-то такие события, да, это для него, для этой женщины является звоночком, что он точно так себя как-то вел в прошлом. Поэтому контроль тут более жесткий за ним, особенно за его какими-то тратами. Эта женщина заинтересована в том, чтобы контролировать, сколько он тут тратит. Ну и материально она в нем заинтересована, эта женщина также. Может быть, да, причина, почему даже она с ним пока не расходится, это тут, ну, каждого свое, но материалка имеет огромное значение. А что чувствует этот мужчина? Извините, внутри него идет какой-то процесс, он говорит, я понимаю, что проблемы в семье, они уже накопились, и этого не избежать уже, ну, как будто бы ситуация повторяется, он также это все понимает, он чувствует себя униженным. Еще внутри у этого мужчины, знаете, сейчас по карте страшный суд, идет ощущение того, что, ну, знаете, как пришло время какие-то итоги подвести, в первую очередь по поводу своей семейной жизни, своего семейного этого положения, в принципе, да, кому какие претензии предъявлять. Как-то бы разберись вначале в своей семье, а потом уже ищи третьих лишних, да, третьих виноватых, да, третьи лица. И еще у него, извините, четкое понимание того, что в любой момент он может вас упустить, потерять. Вы тут по всаднице огня. Привлекательная женщина, которая интересна не только ему, многим. Вы тут своей жизнью заняты. Как будто бы на него особо внимания не обращаете. Действие ключ. Как тебе с этим быть? Опираться на факты, сохранять границы, наблюдать за его действиями. В принципе, вам говорят, куда вам спешить, да, в принципе, да. Оставайтесь такой, какая вы есть. Вы для него очень привлекательны, привлекательны в первую очередь тем, что белая ворона, нестандартная. Много у вас такого, знаете, как непрочитанная книга. Женщина, которая загадка для него, да. Опять-таки, тут вам говорят, живите своей жизнью наполненной, кайфуйте, тут карта свобода, не спешите особо даже сближаться. Почему? Говорят, мужчина должен тут, у него ответственность, груз ответственности, видите, тут камни какие у него на спине, он должен с этим грузом ответственности разобраться, одержать в этом победу, в любом случае, что бы он там ни выбрал, разобраться в первую очередь со своими близкими, родными, точки над «и» расставить, а потом уже вот сердечко, да, позволять себе влюбляться, выстраивать новые взаимоотношения. И с точки зрения психологии, молчание – это не отсутствие чувств, это форма их сдерживания. Но любая сдерживаемая эмоция либо находит выход, либо превращается в дистанцию. И здесь важно не то, что человек чувствует внутри, а то, способен ли он это выразить и выдержать как-то. Потому что реальные отношения строятся не на скрытых переживаниях, а на проявленных. Поэтому ждем проявлений с его стороны, если вам это нужно. И смотрим на мужские поступки. Все, удачи вам, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.